Ливерпуль готовится осуществить громкий трансфер. Реал нашел замену Мбаппе. Скандал в АПЛ. Месси о Барселоне. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Защитник сборной Канады и Баварии Альфонсо Дэвис готов покинуть свой клуб ради перехода в мадридский Реал. Об этом сообщает издание АС. В последние дни Реал активизировался в переговорах с защитником Альфонсо Дэвисом, который выступает за Баварию. Мадридцы считают, что канадец решит проблемы с левым флангом их обороны. В испанской команде с оптимизмом смотрят на возможный трансфер Дэвиса, так как сам игрок готов к смене прописки. Ранее газета Bild написала о том, что мюнхенская команда готова отпустить своего игрока за 50 миллионов евро. Альфонсо имеет действующее трудовое соглашение с Баварией до июня 2025. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной Канады в 70 миллионов евро. Повстанцы армии национального освобождения Колумбии, которые похитили отца футболиста Луиса Диаса, заявили, что начали процесс его освобождения. После того, как было установлено, что был похищен отец Луиса Диаса, было принято решение освободить его, потому что он является родственником великого спортсмена, которого любят все колумбийцы. С этого момента начинается процесс его освобождения, и мы хотим избежать каких-либо инцидентов. Приводит текст заявления армии Эль Колумбиано. Ливерпуль рассматривает Лероя Сане как замену Мухаммеду Салаху. Однако, как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, сделка трудноосуществима. Семью Сане больше привлекают такие мегаполисы, как Лондон, Мадрид и Барселона. Кроме того, семье Лероя нравится в Мюнхене. Продление контракта с Баварией в настоящее время представляется наиболее вероятным вариантом. Издание France Football опубликовало результаты голосования за золотой мяч. Нападающий Интер Майами Лео Месси, ставший обладателем награды, набрал 462 очка. У финишировавшего вторым нападающего Эрлинга Холланда на 105 баллов меньше – 357. Кильян Мбаппе занял третье место в опросе, набрав 270 очков. У Де Брюйне 100 баллов, у Родри 57, Винисиус набрал 49, Хулиан Альварес 28, Виктор Осимхен 24, Бернарду Силва 20 и Лука Модрич, располагающийся на 10-м месте, 19 баллов. Руководители саудовского клуба Аль-Наср хотят уже в зимнее трансферное окно переманить к себе известного французского центрального защитника Манчестер Юнайтед Рафаэля Варана. По информации Team Talk, 30-летний французский футболист может уже этой зимой покинуть стан Красных Дьяволов. В услугах экс-защитника Реала заинтересованы несколько европейских топ-клубов и Аль-Наср. Стоит отметить, что в команде из Саудовской Аравии выступает бывший одноклубник Варана, а именно Криштиану Роналду. Ливерпуль считает, что у него есть все шансы подписать нападающего ПСЖ Кильяна Мбаппе. Об этом сообщает L'Équipe. По сведениям источника, Ливерпуль на протяжении последних 6 лет сохраняет связь с окружением футболиста сборной Франции. Мерсисайдцы полагают, что Мбаппе может выбрать их клуб для продолжения карьеры следующим летом. При этом в английской команде считают, что форвард может достаться им бесплатно. ПСЖ в свою очередь надеется на продление контракта со своей главной звездой. Кильян принадлежит ПСЖ с лета 2018-го. Его действующее соглашение с клубом из Парижа рассчитано до июня 2024-го. Также стоит отметить, что этот контракт предусматривает возможность продления еще на 1 сезон. Лео Месси исключил возможность перехода в Барселону или любую другую команду на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Нет, нет никаких шансов, это невозможно, сказал аргентинец, отвечая на соответствующий вопрос. Слова Месси приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на L'Équipe. Также футболист заявил, что мог вернуться в Барселону, но этого не произошло, сравнив ситуацию с 2021 годом, когда он не стал продлевать контракт с каталонским клубом и перешел в ПСЖ. «Я думал о возвращении в Барсу, о своей жизни там, о завершении карьеры там, как я всегда хотел, но это было невозможно. В этом году у меня было много предложений, включая несколько европейских клубов и команды из Саудовской Аравии», отметил 36-летний игрок. Месси выступал за основную команду Барселоны с 2003 по 2021 год, после чего контракт с аргентинцем продлен не был. В составе синегранатовых Лео завоевал 35 трофеев, в том числе стал 4-кратным обладателем Лиги Чемпионов. Всего на его счету 778 матчей, в которых он отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи в составе команды. Мадридский Реал планирует подписать Джамала Мусиалу в случае, если грядущим летом не удастся осуществить трансфер Кильяна Мбаппе. Об этом сообщает Bild. Ранее в СМИ появлялась информация, что 20-летний атакующий полузащитник не спешит продлевать контракт с мюнхенским клубом. В свою очередь, ряд европейских клубов заинтересованы в приобретении Мусиалы. Помимо Реала, интерес к футболисту проявляют Манчестер Сити и Ливерпуль. Действующее трудовое соглашение Мусиалы рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами. Ювентус хочет как можно скорее укрепить свою полузащиту. Тутоспорт сообщает, что туринцы начали работу над привлечением чемпиона мира. Стечение неудачных обстоятельств оставило Массимилиано Аллегри ограниченное пространство для маневра в полузащите. Тренер Ювентуса не может воспользоваться услугами Поля Погба и Никола Фаджоли, поскольку оба дисквалифицированы. Француз был наказан за допинг, а итальянец за ставки в нелегальной букмекерской конторе. Ювентус хочет купить нового полузащитника в январе. По сообщениям итальянской прессы, целью Бьянконери является Родриго де Пауль. Тутоспорт сообщает, что аргентинец открыт для возможности переезда. 29-летний футболист выразил желание присоединиться к команде Аллегри. Сейчас Кристано Джунтоли работает над завершением всей операции. Директор Ювентуса хочет взять полузащитника Атлетико в аренду с возможностью выкупа примерно за 30 миллионов евро. В матче 11-го тура АПЛ Арсенал проиграл Ньюкаслу со счетом 0-1. Автором единственного мяча на 64-й минуте стал Энтони Гордон. Голевой пас записали на счет Джо Линтона. Этот гол стал предметом для споров. Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади канониров толкнул в спину защитника Габриэла Магальяеса, а перед этим мяч мог уйти за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке Сорок. Главный арбитр несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал. Таким образом, судья ВАР решил, что мяч не вышел за линию поля, Джо Линтон не фолил, а Гордон не был в офсайде.